Друзья, доброго здоровья! Привет вам из ветреного Таганрога. У нас природный катаклизм, очень сильный ветер, который выгнал воду из Таганрожского залива. Вот у нас бухта Андреева. Сейчас я вам покажу берег, смотрите. У меня есть возможность теперь вам с минимальным уровнем шума записывать видео. У меня теперь новая камера AC Robin Z5. Круто очень снимает, я очень доволен. И есть выносной микрофон. Надеюсь, шума будет в видео меньше. Вот, понтоны, видите, лежат на земле. Вот мертвые груза. И бухта, да, бухта полностью отрезана от воды Таганрожского залива. По электронной линейке портовой уровень воды упал на 2 метра 67 сантиметров. Даже завсегдатаи бухты и жители города не помнят такого сгонного ветра. У нас шугой полбухты забило. Мы вот сейчас садимся в броневик с шефом и едем вам показать, собственно, высохшее море. Это мой шеф. Вот, друзья, отправляемся. Надеюсь, вам покажем такие интересные катаклизмы. И вам это понравится и будет интересно. Друзья, вот при обычной погоде море начинается у нас здесь. Вот то, что вы видите, пылючка, которая летит, это песок, да, это вот начинается уже, собственно, море. Вот стенка, где ловят рыбаки. До воды отсюда примерно полтора километра. Вот. Сегодня здесь уже люди ездили, собирали металл, смотрели. Ну, сейчас мы выйдем. Вот летние мои видео, кто видел, вот на этой стенке люди рыбу ловят, карася, здесь заросли травы. А теперь здесь мне очень напоминает картина, как это, после ядерной войны. Безумный Макс какой-то. Тут сегодня товарищи металлисты нашли черепаху, унесенную льдом с пляжа. Вот порт там его. Ну, мы сейчас выйдем и покажем вам канал, который должен быть сообщением между бухтой Андреева, где вокруг дамбы объедем, да, сейчас, где погрануправление города Таганрога, ФСБ, где пограничные пароходы стоят, которые полностью вот из-за такой погоды отрезаны от моря. Вот, собственно, дамбу объехали вокруг, да, мы здесь плаваем на катерах, на лодках. Вот он, канал, сейчас я выйду и покажу. Вот все, бухта, да, пересохла, друзья. Смотрите, какая история. Вот он, вход в бухту. То есть полностью бухта отрезана. Отрезаны пограничники, отрезаны рыбаки, отрезано управление ГИМС, у которого здесь стоят катера. Пожарное управление, но у них катера нету, да, шеф? Таможня, да. Я сейчас, друзья, выскочу и вам покажу. Вот, смотрите, вот это. Вот здесь еще буквально 3 дня назад люди ловили карасей. А теперь мы здесь ездим на броневике. Вот. И перейти. Попал в капкан. Провалился под лед. Сейчас шефу броневик за серу. Вот, друзья, такой у нас катаклизм. Вон вороны боком летают. Можно походить, пособирать на зацепах снасти. Вот, все пересохло, все. Конечно, этот канал господин Голубев, губернатор Ростовской области, сказал брать дело это на контроль, но потому что не дело, да, погрануправление, добыча рыболовная. И все это стоит просто из-за погоды. Не из-за какой-то сверхстрашных катаклизмов, а просто вот так ветерок подвернул и все высохло. Картинки я сейчас еще фотографии сделаю, но это реально какое-то Аральское море получается, пересохшее. Друзья, вот такая у нас погода, поэтому на недельку с рыбалкой, наверное, надо подзавязаться.
Что, друзья, одевайтесь тепло, кладите в карманы якоря. С вами был Антон Куренков. До встречи на водоемах. Пока-пока.